Привет! Вторая мировая война – страшный период человеческой истории, и при этом ужасно мифологизированный. Можно подумать, что бесстрашные герои только и делали, что табунами ходили туда-сюда и совершали подвиги. При этом забывается, что люди на войне остаются людьми, со своими страхами и слабостями, и ведут они себя далеко не всегда по-геройски. Сегодня я хочу поговорить о, наверное, самом известном советском генерале этого времени, о Георгии Жукове. Его еще при жизни стали называть маршалом Победы. Жуков фигурирует в сотнях книг и десятках фильмов, и представляют его по-разному. То как бездарного мясника, который закидывал противника трупами, то как гениального полководца. А в 60-е Жуков сам написал мемуары. Так что давайте попробуем объединить все эти три взгляда и постараемся построить правдивый образ маршала Победы. Как он пережил чистки в армии в конце 30-х, как стал настолько популярным и почему Сталин хотел расстрелять его уже после войны. Жуков был выдающимся практиком. Прозвище «Маршал Победы» он реально заслужил не зря, но есть нюанс. Знаете, в какой должности Жуков встретил начало Великой Отечественной? Начальник Генштаба. Он должен был отвечать за планирование всех будущих боевых действий. Но что случилось летом 41-го? Катастрофический разгром, потому что Жуков не любил штабную работу. Все эти стрелочки на карте, долгий анализ ситуации были не для него. Итог известен. Сейчас же времена изменились. Не обязательно оставаться на той работе, которая не нравится. Несмотря на возраст или опыт, можно выбрать новое направление и сменить сферу деятельности на более перспективную. Обратить внимание я советую, на что бы вы думали? Конечно, на сферу IT. Если точнее, то на профессию аналитик данных. Сейчас без аналитика не обходится ни один более-менее серьезный бизнес. Они собирают и структурируют огромное количество информации, которая помогает компании принимать правильные решения. Не зря эта профессия сейчас входит в топ-5 самых востребованных. Чтобы стать востребованным специалистом, я рекомендую пройти обучение в Karpov Courses. Школа создавалась практикующими аналитиками. Именно эти люди передают студентам свои знания, ведь они знакомы со всеми особенностями профессии и могут объяснить сложные вещи простыми словами. Курс построен таким образом, что вы уже через 5 месяцев создадите конкурентное резюме и сможете выйти на рынок. С этим тоже поможет школа. Как показывает статистика, 89% выпускников Karpov Courses уже нашли интересную работу. Здорово? Здорово. Но есть и еще один плюс. Обучение требует времени. Как его не потратить впустую? Для этого у Karpov Courses есть демо-версия. Вы можете бесплатно попробовать поработать над первыми проектами и по ходу дела решить, подходит вам эта профессия или нет. Переходите по ссылке в описании или сканируйте вот этот QR-код и становитесь аналитиком данных, нужным и востребованным специалистом. А по моему промокоду ЗАЕЦ вы получите еще 5% скидки на обучение. Желаю удачи! Итак, как обычно, давайте начнем с детства нашего героя. Родился Георгий в 1896 году в деревне под Калугой. Его семья жила в ветхом домике, один угол которого ушел в землю. С первых же страниц автобиографии Жуков постоянно напирает на свою бедность и описывает четкое разделение деревни на кулаков и бедняков, прям как по Ленину. Это интересная деталь, к ней мы еще вернемся. Деревенская жизнь будущего генерала продолжалась недолго. Сначала отец семейства уехал в Москву на заработки, потом мать, а затем и сам Георгий. В 12 лет он стал работать в мастерской по пошиву одежды в должности младшего мальчика. Не шучу, так и называлась. Официальная работа, между прочим. Когда Жуков описывал это время в мемуарах, то там на каждой странице можно встретить бедность, богачей, пролетариат, агентов охранки, стачки и протесты. И если в воспоминаниях 12-летнего пацана про бедную жизнь еще можно поверить, то вот что касается всего остального, вероятно, в 60-е, когда создавались мемуары, никак иначе дореволюционную эпоху показывать было нельзя.
Вообще, почти все автобиографии, написанные в советский период, переполнены этими пролетариями и буржуями, будто каждый стремился доказать, что встал на путь революционной борьбы чуть ли не с пеленок, и Жуков не исключение. Намного интереснее этих обязательных коммунистических мантр то, как он описывает рабочие будни. Младшего мальчика били все, кому не лень. Били старшие, били мастера, приходил какой-то приказчик и тоже бил. После очередной взбучки Георгия утешали, что через год его повысят до старшего мальчика, и тогда уже он сможет бить младших. При этом били его, что называется, для порядка, не из-за какой-то садистской злобы, а в качестве воспитания. Отдельный вопрос, насколько такие педагогические методы работают, но тогда телесные наказания были везде, от крестьянских домов до графских усадеб. Это отразилось на характере Жукова. В будущем его неоднократно будут обвинять в грубости по отношению к подчиненным. Скорее всего, это родилось здесь, в московской мастерской, где грубость и насилие были обычным и не заслуживающим внимания явлением. Типа, что плохого в том, чтобы наорать и побить подчиненного, если тот плохо справляется? Сам Жуков, скорее всего, считал, что такая методика ему пошла на пользу. В смысле, он хорошо учился, стал мастером, начал хорошо зарабатывать. И даже присмотрел невесту, дочку своей квартирной хозяйки. Но потом случилась Первая мировая война, и все планы на жизнь полетели к черту. В 1915 году Георгия призвали в армию, и понеслось. Сначала его зачислили в кавалерию, а потом в этом простом крестьянском сыне, который до этого и шашки в руках не держал, распознали задатки командира и отправили учиться на унтер-офицера. В армии Жукову, кстати, было норм. Там мало чего изменилось по сравнению с его обычной жизнью. В смысле, там тоже били. Били старослужащие, били офицеры, били унтера. Особенно Жуков запомнил унтер-офицера по фамилии Бородавка. Он регулярно выбивал зубы подчиненным, но Жукова руками не трогал. Меня он не любил больше, чем других, но бить почему-то избегал. Зато донимал за малейшую оплошность, а то и просто придравшись, подвергал всяким наказаниям. Никто так часто не стоял под шашкой при полной боевой, не перетаскал столько мешков с песком из конюшен до лагерных палаток и не нес дежурств по праздникам, как я. Я понимал, что все это злоба крайне тупого и недоброго человека. Однажды Жуков с сослуживцами подкараулили Бородавка на темной улице, накинули ему на голову попону, чтобы он ничего не видел, и отметелили до потери сознания. Потенциально такой проступок тянул на военно-полевой суд, за которым маячил расстрел, но офицеры решили дело замять. Бородавка перевели в другую часть, а Жукова с приятелями отправили на фронт. И тут мы впервые сталкиваемся с тем, что мемуары Жукова не соответствуют его историческому образу. Через всю его жизнь красной нитью пройдут обвинения не только в грубости, но и в самовосхвалении. В этом его будут обвинять не только коллеги-генералы, но и Сталин. И не в устной беседе, а в официальных документах. Однако тут, рассказывая о своем участии в Первой мировой, Жуков очень долго описывает, как они ехали на фронт, как им навстречу везли эшелоны с ранеными, как они много об этом думали и волновались. А потом коротко сообщает, что осенью 1916 года получил ранение при взрыве мины, за что получил второй Георгиевский крест, а первый получил, когда взял в плен немецкого офицера. И все, никаких подробностей совершенных подвигов. А ведь там реально были подвиги. В смысле, Георгиевский крест — это высшая награда, которую могли получить солдаты и унтер-офицеры. Его не давали просто так, за ранение. Крестом гордились и выставляли на показ, но Жуков о вознаграждении пишет как о чем-то малозначительном и вообще почти ничего не говорит о своих заслугах на фронте. Можно списать это на то, что в СССР Первая мировая считалась империалистической войной, и в 60-е, когда Жуков писал мемуары, гордиться Георгиевскими крестами было не принято. Но маршал и о гражданской войне будет рассказывать примерно так же,
без описания личных подвигов. Хотя, казалось бы, никто не мешал ему похвастать заслугами в деле борьбы на победу революции. В общем, после ранения Жуков вернулся в свою учебную команду, но теперь в роли наставника. Опытный унтер-офицер с 2 крестами готовил молодых к фронту. Можно было подумать, что делал он это с помощью привычных приемов, палками и криком, но времена уже были не те. После февральской революции дисциплина в армии покатилась под откос, и слишком строгого офицера солдаты могли и пристрелить. Жуков офицером не был, но все равно, вероятно, на всякий случай на рожон не лез. Такой вывод можно сделать потому, что его избрали членом солдатского комитета. Ну а когда власть в Петербурге захватили большевики, часть его сослуживцев ушла воевать за Петлюру, а сам будущий маршал дезертировал и сбежал в родную деревню. В мемуарах, правда, он пишет, что так получилось случайно. Он якобы сразу же после фронта хотел вступить в Красную гвардию, но заболел тифом и пришлось 2 месяца страдать у себя на печи. В Красной армии Жуков оказался только в августе 18 года. Он сражался почти на всех фронтах. Воевал с Колчаком, Деникиным и Врангелем. Участвовал в обороне Царицына и был ранен осколком гранаты. После госпиталя снова вернулся в строй и участвовал в подавлении Антоновского восстания. Это, если что, крупнейшее выступление крестьян против мудрой советской власти, которое генерал Тухачевский залил боевыми газами. А Жуков там получил свою первую советскую награду – орден Красного Знамени. В справке, которая прилагалась к ордену, говорилось следующее. В бою под селом Вязовая Почта Тамбовской губернии 5 марта 1921 года, несмотря на атаки противника силой 1500-2000 сабель, он с эскадроном в течение 7 часов сдерживал натиск врага и, перейдя затем в контратаку, после 6 рукопашных схваток разбил банду. Это наверняка было эпичное зрелище. 2 конные лавы несутся друг на друга, как в фильме «Неуловимые мстители». Сшибаются, катятся по земле опрокинутые кони, кричат раздавленные люди, начинается сабельная рубка, летят в сторону отрубленные руки и головы. Но в мемуарах Жукова мы ничего такого не встретим. Из всех рукопашных схваток он упомянул только один эпизод, как крестьянин застрелил его коня из обреза. Тот упал и придавил Жукова. Он уже было приготовился принять смерть, но тут подоспел его товарищ, убил крестьянина и отдал Жукову его коня. Это была самая яркая экшн-сцена гражданской войны, которую можно встретить в автобиографии маршала. Там есть еще одна яркая история, но скорее комедийная. После ранения Жукова отправили на командирские курсы, после которых торжественно вручили красные штаны. И вот в какую бы часть потом не приезжал Жуков, везде ему говорили поменять штаны, а то слишком уж они смотрятся богато, не по-пролетарски. На что Жуков оправдывался, мол, да вы чё, братцы, нормальные штаны, цвета нашей революции. К тому же других у меня все равно нет. Вот, кстати, посмотрите, как выглядел 25-летний Георгий Жуков сразу после окончания гражданской войны. Внешность вполне себе героическая. Многие отмечали его физическую силу. Намного позднее, уже после смерти Сталина, Жукова попросили произвести арест Берии. Оружия у Жукова не было, его предупредили, что Лаврентий Павлович знает приемы джиу-джитсу. Жуков ответил, что он тоже как бы не пальцем деланный, и заломил главного чекиста так, что тот едва мог хрипеть и даже не пытался сопротивляться. А ведь маршалу тогда было уже под 60. В общем, после гражданской войны Жуков решил связать свою жизнь с армией. Много тренировался, ездил на командные курсы. А вот в главную военную академию имени Фрунзе так и не поступил. Потом этот факт стал отличным магнитом для критики. Мол, Жуков академиев не кончал, сражался безграмотно и бессмысленно терял огромное количество солдат. На это можно ответить тем, что процент потерь у генералов, которые закончили академию, был плюс-минус таким же. Вообще, Жуков довольно успешно занимался самообразованием. Но что еще важнее для боевого командира, что он прошел все основные командные должности: командир полка, командир бригады, командир дивизии.
Интересно, что полком и бригадой он командовал в 7-й Самарской кавалерийской дивизии, а его непосредственным командиром там был другой будущий маршал Константин Рокоссовский. Между ними до конца жизни сохранились неплохие отношения, что довольно необычно, потому что Жуков был в контрах почти со всеми маршалами и генералами. Их отношения не испортились даже после того, как Рокоссовский написал на Жукова вот такую характеристику: к преподавательской и штабной работе допущен быть не может, органически ее ненавидит. Почему Жуков не обиделся? А потому что это было правдой. Он действительно не любил преподавать, а штаб армии считал бесполезным местом. Самое забавное в этой истории то, что Жуков преподавал в Белорусском университете, а начало войны встретил в должности начальника Генерального штаба СССР. Впрочем, до этой должности еще стоило дойти, и отдельный вопрос, как чувак без высшего образования и героического прошлого времен Гражданской войны вдруг стал одним из самых главных советских полководцев. Может, из-за личных качеств? Но нет, Жуков был грубым мужиком, который любил поорать и поругаться. Может, это из-за какого-то особого таланта в военном деле? Тоже мимо. Военную теорию он знал плохо, а разработку военных планов в штабе вообще презирал. Сам Жуков объясняет свое выдвижение на первые роли тем, что хорошо показал себя на военных маневрах. Маневров в СССР тогда действительно проводилось очень много, и, вероятно, молодой командир и вправду был далеко не бестолочью. Но существовали и другие, на мой взгляд, более важные причины. Во-первых, в 1933 году Жуков стал командиром 4-й кавалерийской дивизии, а это была очень знаковая дивизия. В гражданскую войну она воевала в составе Буденновской армии и отличилась при обороне Царицына, где в ее рядах сражался Клим Ворошилов. Сам Жуков, кстати, в этой битве тоже участвовал. Почему это важно? Потому что комиссаром обороны Царицына был никто иной, как молодой товарищ Сталин. После этого Буденный и Ворошилов остались для него ближайшими военными советниками. Даже когда стало ясно, что в современной войне эти заслуженные бойцы ничего не понимают, Сталин продолжал держать их рядом, и они оказывали большое влияние на Красную армию. Вероятно, кто-то из них и назначил Жукова командовать 4-й дивизией. Он получил ее в крайне печальном состоянии. После гражданской войны кавалеристов расквартировали там же, где до революции стояла элитная императорская конница, то есть в Гатчине и Петергофе. Но потом было принято решение отправить дивизию поближе к западной границе, в город Слуцк. Организовано все это было, скажем, по-советски. Никаких казарм на месте для солдат приготовлено не было. Бойцы должны были все построить сами. Они и строили, быстро теряя боеспособность, потому что тут одно из двух: либо солдаты занимаются строительством, либо боевой подготовкой. Делать и то, и другое одновременно физически невозможно. И вот буквально за несколько лет элитная часть превратилась в затюканный стройбат. Виноватым объявили командира дивизии. Его сняли, а на его место назначили Жукова. Буденный и Ворошилов ждали, что он вернет их любимой дивизии приличный вид. И Жуков реально справился. Дивизия снова начала блистать на маневрах, но ее командир получил покровителей среди ближайших соратников Сталина. Есть и другая причина возвышения Жукова, и про нее все и так знают. Это большой террор, который выкосил чуть ли не всех высших командиров Красной армии. Так что после 1937 года карьера Георгия Жукова полетела в стратосферу. Сначала он становится командиром отдельных корпусов, а потом заместителем командующего военного округа. Это было распространенное явление. Места репрессированных начальников занимали их подчиненные, часто перескакивая через несколько должностей. Жуков по этому поводу, кстати, немало сокрушается в мемуарах, мол, эти новоявленные комбриги и комдивы сильно уступали в профессионализме своим расстрелянным предшественникам, и в результате вся Красная армия теряла боеспособность. Кстати, себя Жуков тоже ругал и говорил, что не дотягивал до того уровня, куда его поставили. Как ни странно, Жуков вообще много написал о репрессиях. В 60-е
годы после развенчания культа личности Сталина это было уже можно. Так что Жуков признается в любви к Тухачевскому, выражает огромное уважение Убаревичу, оба этих командира были расстреляны в 1937-м, и печалится по поводу судьбы Рокоссовского, которого пытали в застенках НКВД. Рассказал Жуков и о том, как его самого пытались подвести под 58-ю статью. На собрании партячейки его обвиняли в дружбе с врагами народа и внезапно в грубости. Вот ведь неожиданность. Но этого не хватило. Жуков ответил, что знает арестованных как хороших командиров, а грубит только тем, кто наплевательски относится к службе. Но, думаю, еще за Жукова наверху заступился Ворошилов и не дал отправить своего любимца на расстрельный полигон. Настоящей звездой Жуков стал в 1938 году, когда победил японцев на Халкинголе. И не просто победил, а сделал все максимально красиво. Сейчас считается, что там была какая-то мелкая стычка около границы, но вообще-то советские войска были на грани поражения. Пока не приехал Жуков, не навел порядок и не заставил японцев отступить с тяжелыми потерями. Решающий удар нанесла 11-я танковая бригада, несколько сотен легких танков. Это, чтоб вы понимали, масштаб якобы маленькой стычки. Из одного подразделения в 133 машины японцам удалось подбить аж 77. В мемуарах Жуков на 2 страницы поименно перечисляет чуть ли не всех танковых командиров, всех летчиков и даже водителей. И только в самом конце упоминает некого товарища Штерна. Жуков благодарит его за хорошие поставки вооружения и провианта. Можно подумать, что этот Штерн какой-то обычный интендант, но вообще-то генерал-полковник Григорий Штерн был тогда непосредственным начальником Жукова. Он как минимум утверждал все его планы, а может и сам их разрабатывал. За свои заслуги на Халкинголе Штерн получил звезду Героя Советского Союза, так что умалчивание Жуковым его роли в победе над японцами выглядит как минимум странно. Кстати, а чем занимался сам Жуков? Почему именно после его прибытия начались успехи? Ответ будет довольно интересный. Цифра 600. Столько смертных приговоров выписал Жуков своим подчиненным за 60 дней боев. То есть по 10 приговоров в день. Правда, ни один из них в Москве не утвердили, но понятно, что если бы утвердили, то Жуков вряд ли бы кого-то пощадил. Короче, боишься бежать в атаку – расстреляем. Так и победили. Как бы там ни было, победа есть победа. А лично Сталину управленческий стиль Жукова страшно понравился. Даже интересно, почему. Так триумфатор Халкингола неожиданно для себя стал начальником генштаба, чему сам крайне удивился, потому что было непонятно, это наказание или повышение. Я уже говорил, что Жуков не любил штабную работу, но ведь и Сталин до войны тоже не понимал, а нафига вообще нужен генштаб. Возможно, Сталин думал, что назначает Жукова на должность паркетного маршала. В 90-е появилась другая версия, что Жуков должен был спланировать наступательную операцию против Третьего Рейха, но что-то пошло не так. Гитлер напал первым. Впрочем, это всего лишь гипотеза. Мы не знаем, чего конкретно хотел Сталин в тот период. Есть куда более интересный вопрос. А почему, собственно говоря, Жукова не расстреляли в 41-м? В смысле, он начальник генштаба, главный, кто отвечает за планирование войны. И по катастрофическим результатам летом 41-го ясно, что Жуков просчитался. И если что, в первые месяцы войны красных командиров регулярно ставили к стенке и за меньшие провалы. Так почему Жукова не тронули? Точного ответа нет. Можно, конечно, еще раз поспекулировать на тему того, что план был в другом, и в разгроме Сталин Жукова не обвинял. Но зачем? Сам Жуков, кстати, не стесняясь, обвинял в провале Сталина. Правда, не в лицо, а в мемуарах лет через 10 после смерти вождя. Вообще, Сталин в жуковских мемуарах совсем не похож на того немногословного мудрого старца, которого обычно показывают в советских фильмах. Да и не только советских. Жуковский Сталин очень нервный, раздражительный, упрямый и опасный. А еще он постоянно хамит. Такие обвинения от по природе грубого Жукова слышать особенно забавно. 29 июня Сталин со своими ближайшими сподвижниками приехал в генштаб к Жукову. Он решил получше узнать, что происходит и в чем причина постоянных поражений. Но Жуков и сам этого не знал. На 7-й день войны все развалилось, и с большинством войск у границы не было никакой связи. Когда Сталин после нескольких вопросов это понял,
то наорал на Жукова матом. Дальше воспоминания участников кардинально расходятся. Некоторые свидетели утверждают, что Жуков выматерился в ответ, а другие, что он расплакался и выбежал из кабинета. В конце июля Сталин снял Жукова с должности и отправил в армию командовать так называемым резервным фронтом. Такую работу он понимал сильно лучше, чем переставление стрелочек на карте, поэтому скоро смог одержать первую победу. Правда, победа была тактической, а не стратегической. Жуков не смог остановить закрытие котла под Киевом. Он просто разгромил несколько немецких соединений, освободил город Ельню и захватил небольшие трофеи. Впрочем, для начала неплохо. В середине сентября 1941 года Сталин отправил Жукова в Ленинград, на место Ворошилова, который явно не справлялся. Там был ад. Немцы изо всех сил стремились прорваться в город. Советские войска едва сдерживали их на последнем рубеже обороны – Пулковских высотах. Жуков принял командование и первым делом выпустил жесткое указание – расстреливать всех командиров и комиссаров, которые отступают с позиций без письменного приказа. Потом он вообще повелел, чтобы командиры первыми вставали из окопов и шли в бой, типа показывать мужество на личном примере. Правда, сам Жуков почему-то с винтовкой между траншеями не бегал. Но это был еще не конец. Чем тяжелее шли дела, тем более беспощадные указания клепал защитник Ленинграда. Например, что если командиры отступят и сдадут немцев Петергоф, то всех расстреляют как трусов и изменников. 28 сентября Жуков отправил телеграмму в войска Ленинградского фронта, в которой говорилось, что если какой-то боец сдастся в плен, то всю его семью найдут и расстреляют. Отличный, способ мотивировать солдат сражаться за родину. Тем не менее, за 2 следующих недели наступление немцев выдохнулось. Гитлер отправил танковые части от Ленинграда под Москву, и туда же отправился Жуков. Столицу он отстоял примерно теми же методами, что и город на Неве. Это был свирепый командир, которого солдаты очень боялись. Но давайте вернемся к мемуарам. Контрнаступление под Москвой — это действительно успех. Но вот дальше маршал почти сразу переключается на описание того, как в 1942 году готовил план победы в Сталинградской битве. Как он ездил по фронтам, как оценивал обстановку, как у него и начальника генштаба Василевского зародился замысел будущего грандиозного наступления. Они изложили этот план в докладе, начертили карту и понесли Сталину, а тот синими чернилами написал «Утверждаю». Звучит прикольно, но вот только план этот никто не видел. Может, он где-то хранится в архивах, но мы про него знаем только со слов Жукова. Вообще, до смерти Сталина великий замысел Сталинградской операции, естественно, приписывали самому вождю. Потом вождь помер, и началась мемуарная война. Жуков объединился с Василевским и продвигал свою версию, что это был их общий план. Генерал Еременко, которого Жуков просто ненавидел, объединился с Хрущевым и утверждал, что это они придумали Сталинградский котел. Был еще генерал Ватутин, который говорил, что написал товарищу Сталину письмо, где изложил все основные предложения по Сталинграду. В общем, такой вот бокс по переписке. Но самое удивительное тут то, что в реальности Жуков к Сталинградской битве не имел почти никакого отношения. Весь 1942 год он был занят другим делом. Командовал 3 наступлениями в районе Ржева, каждая из которых закончилась для Красной Армии полной жопой с почти нулевыми результатами. Разбираясь в причинах неудавшегося наступления войск Западного фронта, мы пришли к выводу, что основной из них явилась недооценка трудностей рельефа местности, которая была выдана командованием фронта для нанесения главного удара. Если что, это Жуков так оправдывается за провал 3-го наступления. То есть человек, который уже 3-й раз наступает на Ржев, внезапно недооценил рельеф местности. То есть 3 раза наступил на одни и те же грабли. Так вот, в воспоминаниях эти неприятные эпизоды он обходит стороной. Ржевская битва мелькает там где-то на заднем плане, а на переднем рассказ о Сталинградской битве, к которой Жуков имел весьма косвенное отношение. Еще Жуков очень подробно, на много страниц, рассказывает о разработке плана битвы на Курской дуге и о самом сражении. Но потом Рокоссовский написал, что Жуков операцию не разрабатывал, а его участие свелось к тому, что он пробыл у него на командном пункте только 1 день, ни во что не вмешивался, а вечером уехал и больше не возвращался. Но, конечно, это не значит, что он
он только и делал, что приписывал себе чужие победы. Были и вполне себе стоящие. В начале 1943-го, например, его войска прорвали блокаду Ленинграда. За это Жуков стал первым человеком с начала войны, кому присвоили звание маршала Советского Союза. В 1944 году, во время наступления по Украине, маршал Конев обвинил Жукова в бездеятельности, из-за чего окруженные немцы смогли уйти. Сталин поверил обвинениям, снял Жукова с должности и передал командование Коневу. Из-за этого Жуков будет ненавидеть Конева до конца жизни. Хотя и до этого у них отношения были так себе. Там история такая, что потянет на целый фильм. Когда Жуков в 41-м вернулся из-под Ленинграда, его отправили исправлять косяки Конева, который загнал свои войска в Вяземский котел. Тогда Жуков фактически спас Конева, когда взял его к себе заместителем. Хотя Сталин легко мог его расстрелять. И вот каким образом тот отплатил ему. Во второй половине 44-го Жуков провел очень успешную операцию «Багратион», за которую получил Орден Победы. И вот начало 1945 года. Советские войска вошли в Германию. Приближалась кульминация войны, а среди советских маршалов началось соревнование. Кому же из них выпадет честь стать покорителем Берлина? На эту роль претендовали 3 маршала: Жуков, Рокоссовский и Конев. Сначала казалось, что Рокоссовский тут number one. Он получил бриллиантовую звезду маршала СССР, золотую звезду героя, а Сталин демонстративно начал звать его не товарищ Рокоссовский, а уважительно Константин Константинович. Это, пожалуй, было даже серьезнее, чем все награды. Но вскоре случилось неожиданное. Сталин снял Рокоссовского с должности командующего Первым Белорусским фронтом и назначил командовать Вторым Белорусским, который должен был наносить удары севернее Берлина. Не предполагалось, что его части будут заходить в город. Рокоссовский так разозлился, что, видимо, забыл, как его пытали в НКВД. Он позвонил вождю и стал требовать объяснений, почему его, заслуженного маршала, снимают с главного направления в последний момент. Сталин не стал кричать в ответ, а коротко ответил, что это вопрос политический. Скорее всего, он уже тогда задумал сделать Рокоссовского министром обороны послевоенной Польши. И было бы странно, если бы немецкую столицу взял польский министр. Итак, после этого претендентов двое: Жуков и Конев. Конев должен был совершить обходной маневр и подойти к Берлину с юга, а Жуков наносил главный удар в лоб по кратчайшему пути, всего 70 километров. Основные силы немцев, понятное дело, были сосредоточены против Жукова. Если его армия завязнет в хорошо укрепленных Зиеловских высотах, а Конев прорвет слабую оборону на юге, то именно Конев первым окажется в немецкой столице. Вот что он сам писал впоследствии. Я уже допускал такое стечение обстоятельств, когда при успешном продвижении войск правого крыла нашего фронта мы можем оказаться в выгодном положении для маневра и удара по Берлину с юга. У меня сложилось впечатление, что и Сталин, тоже не говоря об этом заранее, допускал в перспективе такой вариант. Это впечатление усилилось, когда Сталин, чертя разграничительную линию между фронтами, вдруг оборвал ее на городе Любен, достичь которого Конев должен был на 3-й день операции. Он ничего не сказал, но, я думаю, и маршал Жуков тоже видел в этом определенный смысл. Был ли в этом негласный призыв к соревнованию фронтов? Допускаю такую возможность. Во всяком случае, не исключаю ее. Это тем более можно допустить, если мысленно вернуться назад к тому времени и представить себе, чем тогда был для нас Берлин, и какое страстное желание испытывали все, от солдата до генерала, увидеть этот город своими глазами, овладеть им силой оружия. Жуков был уверен, что честь взять Берлин должна принадлежать только ему. Конкурентов он терпеть не собирался, особенно в лице Конева. Но добиться этого можно было не политическими играми, а только на поле боя. А там ситуация была непростая. Система обороны Берлина состояла из 3 рубежей. Главного 5 линий траншей. Второго дальше на 10-20 километров в виде тех самых неприступных Зееловских высот. И третьего еще ближе к городу на 20-40 километров. А наступать советским войскам предстояло вверх по крутому склону примерно в 40 градусов. Как все 3 линии предполагал преодолеть Жуков.
очень просто. Сначала пехота захватывает ближние рубежи, а потом в этот прорыв идут две танковые армии. Атака началась 16 апреля 1945 года. После 25-минутной артподготовки из 9000 орудий и 1500 «Катюш» пехота Первого Белорусского фронта пошла вперед. Первые часа полтора все шло нормально. Артиллерия перепахала передний край немцев так, что советским солдатам оставалось только прямо на бегу добивать совершенно ошалевших немцев. Первая линия обороны пала моментально, и вскоре некоторые советские части вошли к Зейловским высотам. Но эйфория от успеха быстро прошла, когда выяснилось, что первую линию особо никто и не пытался защищать. Большинство немецких солдат заранее отвели на высоты, которые оборонять было значительно легче. Так что теперь они живые и здоровые смотрели на приближающихся красноармейцев из амбразур бетонных дотов. Во-вторых, разведка плохо вскрыла систему обороны, поэтому артиллерия не смогла заранее подавить огневые точки. Бегущую вперед пехоту встретили бесконечные пулеметные очереди. Под ураганным огнем солдаты залегли, и наступление захлебнулось. Ну и вправда, какой смысл бежать с винтовкой на хорошо укрепленный дот, если ты не самоубийца? Впрочем, Жуков считал, что смысл был. Он понял, что происходит, поэтому стал действовать привычными методами. Позвонил нескольким командирам, наорал на них и заставил поднять солдат в атаку. Пехота встала, чуть-чуть продвинулась вперед, снова залегла. Снова раздались телефонные звонки от Жукова и так далее. С огромными жертвами Красная Армия продолжала двигаться вперед. Но к обеду стало ясно, что такими темпами солдаты у Жукова закончатся раньше, чем получится создать условия для прорыва танков. А вот у Конева тем временем дела шли намного лучше. К обеду войска Первого Украинского фронта также вышли ко второй линии обороны. Немцы бросили против него стратегические резервы, но не помогло. Армия Конева сделала то, что не удалось сделать армии Жукова. Создала коридор для своих танков. На глазах Жукова происходило то, чего он больше всего боялся. Конев уверенно обходил ее в гонке на Берлин. Этого допустить он никак не мог, поэтому на ходу изменил план операции, бросил танки не в прорыв, а на прорыв, если вы понимаете разницу. Причем танки поехали по той же территории, где уже находилось много пехотных частей. Под непрекращающимся огнем немцев все они перемешались, и началась полная неразбериха. Танкист генерал-лейтенант Николай Попель вспоминал: единственную дорогу и ту забил стрелковый корпус генерала Рыжова. Дорогу насквозь простреливали вражеские пушки. Вскоре наши подбитые танки перегородили проезжую часть. Затем были забиты кюветы. В них тоже застряли боевые машины. И все-таки авангард, а вслед за ними и остальные бригады, вырвались к линии вражеской обороны. Передовой отряд сумел прорваться к высотам на максимальной скорости. Напомню, что наклон Зеловских высот около 40 градусов. Двигаясь под таким углом вперед, танки могли стрелять разве что только по воробьям. Командирам ничего не оставалось, как подниматься по склону зигзагами. Так они подставляли под удар борта, но могли вести хоть какой-то ответный огонь. В этот день в танковой армии Катукова погиб почти весь низший и средний командный состав. 22 командира батальонов и 5 командиров бригад. Многие из них прошли всю войну, но погибли здесь, меньше чем за месяц до победы. В атаке сгорело до 400 танков. Кровавый хаос продолжался целые сутки. Только к утру 18 апреля Зейловские высоты были наконец-то взяты. Войска Жукова ворвались в Берлин. Он победил Конева в соревновании советских маршалов. Кстати, а что там с потерями? Вроде как уже конец войны, немцы разбиты и деморализованы. Какого сопротивления от них можно было ожидать? Тем не менее, Берлинская операция стала для советской армии самым кровопролитным сражением за всю войну. Среднесуточные потери составляли почти 16 тысяч человек убитыми. Для сравнения, контрнаступление под Москвой 11 тысяч смертей в день. Курская дуга 11 тысяч, Сталинградская битва 6 тысяч. Это был последний жестокий рывок к победе. Война закончилась, и Жуков из нее вышел непререкаемым авторитетом.
Но, конечно, это не значит, что он забыл про старые обиды и стал обниматься со всеми генералами, которых раньше не любил. Например, личные отношения с тем же Коневым лучше всего характеризует эпизод, о котором рассказывал режиссер Григорий Чухрай. Он как-то раз оказался с обоими маршалами на банкете и увидел такую картину. Я на какое-то время отвлекся. Вдруг какой-то шум. Оглядываюсь и столбенею. Жуков и Конев вцепились в друг друга и трясут за грудки. Впрочем, какими бы ни были конфликты среди руководителей армии, это не помешало им выступать в защиту Жукова, когда Сталин после победы явно решил репрессировать слишком популярного маршала. Против него завели так называемое трофейное дело. Следствие выяснило, что товарищ Жуков привез из Германии 85 ящиков различных ценностей и антиквариата. В его квартире нашли 24 наручных часов, в том числе 16 золотых, 15 золотых кулонов, из которых 8 с бриллиантами, золотые портсигары, браслеты, серьги и так далее. В подмосковной даче улов был еще круче. 400 метров шелка, бархата и прочей ткани, 323 мехов соболя, лисы, каракуля и даже обезьяны, 44 дорогих ковра, 55 картин классической живописи, 7 ящиков сервизов, 2 ящика серебряных столовых гарнитуров, 8 дорогих аккордеонов, 20 уникальных охотничьих ружей и так далее. Отдельно отмечено, что над кроватью на даче висело художественное полотно с 2 обнаженными женщинами. Короче, умел жить товарищ Жуков, извлек максимум из своего положения. Обвинения звучат правдиво, вот только не стоит думать, что маршал был такой один. Буквально все генералы, полковники и просто солдаты тащили из Европы все, что можно. Такие же дела, как против Жукова, можно было завести фактически на кого угодно. Так что нет ничего удивительного в том, что за Жукова заступились почти все военачальники Красной Армии. Они хорошо понимали, что если позволить Сталину уничтожить Жукова, то следующими станут они. В общем, несмотря на все обвинения, несмотря на то, что Сталин лично добавил пункт про то, что Жуков присваивал себе заслуги в разработке операций, к которым не имел никакого отношения, ни расстрелять, ни посадить его не решались. Жукова просто сняли с должности главнокомандующего и сослали руководить военным округом в Одессу, а потом на Урал. Так что он благополучно пережил Сталина и снова вернулся в общественное сознание как герой, а его мемуары в Советском Союзе стали бестселлером. Но вообще, как вы могли заметить, эти мемуары довольно странное чтение. Так как Жукова еще при жизни объявили маршалом Победы, то к его автобиографии относились как к государственной летописи и старались засунуть туда как можно больше идеологически верной информации. Поэтому на страницах книги Жуков постоянно сыпет длинными статистическими подробностями. Сколько чугуна добыли в эту пятилетку, сколько алюминия выплавили в другую, сколько у кого было пушек и дивизий. Много раз подчеркивалась руководящая роль партии. Реальные яркие воспоминания маршала теряются в этих идиотских справках. В смысле, понятное дело, что Жуков писал воспоминания не сам, а наговаривал текст редактором. А потом вступала в дело цензура, которая выкидывала из книги целые главы или просила чего-нибудь добавить. Ну а Жуков и не сопротивлялся, он хорошо понимал, в каком мире живет. Особенно забавно тут выглядит история, когда в мемуарах популярного маршала захотел себе камео Брежнев. И вот к очередному переизданию Жукову предложили вспомнить, как он ездил по фронтам в поисках молодого политрука Брежнева, чтобы посоветоваться с ним насчет предстоящего наступления. Понятное дело, что в реальности Жуков на войне Брежнева никогда не встречал, а если бы встречал, то вряд ли бы запомнил. У него тогда подобных Брежневых были десятки тысяч, но Жуков знал, что без этой правки книгу будет сложно издать, поэтому согласился и заметил только, что кто умный, тот поймет. Вот таким был этот неординарный человек, маршал Победы, который действительно не щадил солдат и считал, что цель оправдывает средства. В смысле, он не направлял солдат в заведомо проигрышные атаки, но если видел шанс победить, то не считался ни с какими потерями. Жукова вряд ли можно назвать выдающимся полководцем, но и бездарностью он точно не был. Грубый и прямолинейный, верный приказам и не любитель политических интриг. Всего этого оказалось достаточно, чтобы для огромного количества людей стать одним из беспрекословных героев советского времени.
наряду с Гагариным. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Еще подписывайтесь на наш Телеграм и второй канал со стримами. Еще хочу напомнить про наши Patreon и Boosty, там мы делаем уникальный контент для спонсоров. Я выкладываю аудиокниги в своей озвучке, а еще периодически собираюсь с подписчиками и играю в игры. Хотите погонять со мной в доту или цивилизацию, присоединяйтесь к спонсорам канала, буду очень рад. Ссылки, как обычно, в описании. Ну и как обычно, говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Сергей Полянский, Душный Дэн, Даниил, Водолей, Крейзи Кэт, Алексия Суис, Анна Макунина, What Remains of Me, разбираем Кремль на брукивку для Львова, Политический цирк, Аяса Сахои, Богдан Циренко, Денис Романов, Игорь Новотный, Эйкспи, Яспермо М, Нона Шинкаренко, Глашатый, Ранейр, Донбассянин в стране басков, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. И вот эти вот замечательные люди. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам все понравилось. С вами был Заяц. Всем удачи, всем пока.